Знойный полдень в национальном парке Сундарбан — это не просто время суток, это физическое испытание. Воздух, раскаленный до предела, дрожал над соленой водой и густыми зарослями мангров, превращая горизонт в зыбкое марево, где деревья казались плывущими по воде островами. В этом мареве патрульный катер рейнджеров выглядел крошечной пылинкой, медленно ползущей по необъятному водному лабиринту дельты Ганга. За штурвалом сидел Дебасиш Банкерджи, ветеран службы, чье лицо за десятилетия работы превратилось в карту из морщин, прорезанных солью и солнцем. Рядом с ним Самир Дас, молодой и полный энтузиазма выпускник Калькутского университета, внимательно осматривал береговую линию в бинокль. Их маршрут пролегал через болотистую низину, коварное место, где после недавних приливов и дождей берег превратился в липкое и листое месиво, скрытое под обманчиво спокойным слоем мутной воды. «Тишина сегодня какая-то тяжелая», — пробормотал Самир, опуская бинокль. Дебасиш лишь кивнул. Он знал, когда мангровый лес замолкает, он либо спит, либо наблюдает за чьей-то смертью. Катер медленно пробирался по мелководью протоки. Мутная вода безмолвно отражала серое, затянутое легкой дымкой небо. Вокруг теснились дыхательные корни мангров, торчащие из ила и напоминающие скрюченные пальцы. На мягкой почве у кромки воды виднелись следы. Здесь недавно проходило стадо пятнистых оленей, а вон там четкие отпечатки лап дикой кошки. Но внимание рейнджеров привлекло не это. Приближаясь к небольшому изгибу пересыхающей протоки, они замерли. Впереди, наполовину погруженный в жидкую грязь и ил, неподвижно лежал тигр. Сначала им показалось, что это просто старый корявый ствол дерева, но через мгновение очертания стали ясными. Огромный самец, чьи черно-рыжие полосы когда-то были его гордостью и идеальной маскировкой, теперь напоминал спутанный комок мокрой шерсти. Тело животного было покрыто слоем подсохшего ила, сквозь который проступали многочисленные раны. «Он мертв», — тихо сказал Самир, чувствуя, как в груди рождается привычная, но оттого не менее горькая печаль. «Видишь эти следы на боку? Похоже, он сошелся в жестокой схватке с более молодым соперником за территорию». Дебасиш не ответил, он заглушил мотор. Тишина обрушилась на них, прерываемая лишь далеким криком белобрюхого орлана. Рейнджеры причалили и вышли на берег. Они двигались осторожно, каждый шаг по вязкому илу отдавался чавкающим звуком. Даже если тигр казался мертвым, протоколы безопасности в Сундарбане были написаны кровью тех, кто ими пренебрегал. Они подошли на расстояние 5 метров. Тигр лежал на боку, его мощная морда была частично погружена в воду. Множественные рваные раны на крупе и шее уже начали привлекать насекомых. Все указывало на то, что хищник испустил дух несколько часов назад. Дебасиш наклонился, прищурив глаза, и тут его сердце пропустило удар. «Самир, смотри!» — прошептал он. Едва заметно, почти призрачно, грязная полосатая грудь тигра поднялась и опустилась. Совсем чуть-чуть. Это был не вдох, это был хрип существа, которое уже переступило порог, но чье сердце все еще отказывалось сдаваться. Жизнь в этом могучем теле висела на тончайшей нити, которая могла оборваться в любую секунду от малейшего дуновения ветра. Поняв, что тигр еще жив, Дебасиш и Самир быстро обменялись взглядами. В глазах обоих читалась одна и та же решимость. В дикой природе закон суров, выживает сильнейший. Но работа рейнджера — это не только охрана границ, это еще и сохранение каждого носителя генетического кода этого уникального и исчезающего вида. Этот бенгальский тигр был старым воином, и он заслуживал шанса на последний бой. «Действуем быстро», — скомандовал Дебасиш. «Второго шанса не будет». Самир бросился к катеру.
Его движения были отточены до автоматизма. Он извлек кейс с транквилизаторным ружьем. Хотя тигр был в глубочайшем шоке, инстинкт самосохранения мог сработать непредсказуемо. Если животное почувствует боль или угрозу, остатки адреналина могут бросить его в последнюю самоубийственную атаку. Самир приготовил ружье, тщательно рассчитывая дозировку анестетика. Слишком много, и его сердце остановится. Слишком мало, и он может очнуться в самый неподходящий момент. Дебасиш тем временем держался на безопасном расстоянии, не сводя глаз с головы хищника, готовый в любой момент дать сигнал к отступлению. В тот напряженный момент им пришлось произвести точные расчеты. Воздух казался густым, как смола. Самир прицелился. Тихий хлопок, и шприц-дротик вонзился в мускулистое плечо тигра. Животное вздрогнуло. Слабые, едва заметные движения пробежали по его телу, как будто он пытался отогнать назойливую муху. Но сил не было. Через несколько минут лекарство подействовало, и тигр окончательно погрузился в искусственный сон, который, как надеялись рейнджеры, станет для него исцеляющим. Они терпеливо ждали, пока лекарство полностью подействует. В мангровых лесах нельзя торопиться, когда имеешь дело с существом, чей вес превышает 200 килограммов чистых мышц и когтей. Убедившись, что тигр полностью спит, они подошли вплотную. Вблизи картина была еще более удручающей. Шкура тигра была буквально иссечена шрамами, старыми и совсем свежими. Глубокие следы укусов и когтей на шее и затылке говорили о том, что на него напали сбоку или сзади во время территориальной войны. Раны уже начали воспаляться, пошел запах инфекции. «Нам нужно вытащить его отсюда, иначе он просто захлебнется во время следующего прилива или сгниет заживо в этом иле», — сказал Дебасиш, вытирая пот со лба. И началась самая тяжелая часть работы. Не колеблясь, они принялись изо всех сил вытаскивать тяжелое, обмякшее тело из скользкой мутной жижи. Грязь и тяжелый ил были повсюду. Они забивались в ботинки, пачкали одежду, делали руки скользкими. Тигр весил около 190 килограммов, и каждый сантиметр продвижения стоил рейнджерам неимоверных усилий. Шаг за шагом, действуя как единый механизм, они тянули и поддерживали животное. Самир ухватился за передние лапы, Дебасиш подпирал туловище, ил и вода разбрызгивались вокруг, солнце нещадно палило спины, но они не сдавались. В какой-то момент нога Самира скользнула в глубокую донную выбоину, и он едва не упал под весом тигра, но Дебасиш вовремя подхватил его. «Еще немного!» — кричал Дебасиш через силу. «На счет 3! 1, 2, 3!» Наконец, им удалось переместить тигра на борт катера, где палуба была чище и суше. Они оба тяжело дышали, их легкие горели от жаркого влажного воздуха, а мышцы дрожали от перенапряжения. Но отдыхать было некогда. Вытащив тигра, они быстро развернули специальные брезентовые носилки, чтобы зафиксировать зверя. Перекатить на них огромную кошку было отдельной задачей, требовавшей ювелирной точности, чтобы не усугубить травмы позвоночника. Осторожно, стараясь избегать резких толчков, они устроили тигра в носовой части катера. Двигатель катера взревел, нарушая покой речной протоки. Судно тут же развернулось и помчалось к ближайшему ветеринарному пункту охраны парка, максимально используя каждую драгоценную минуту. Дебасиш гнал катер по водным лабиринтам, умело маневрируя между торчащими корягами и песчаными мелями. В зеркале заднего вида он видел Самира, который сидел рядом с тигром, следя за его дыханием и придерживая голову животного на крутых поворотах русла. «Как он?» — крикнул Дебасиш, не оборачиваясь. «Дышит! Прерывисто, но держится!» — отозвался Самир. На станции охраны их уже ждали. Рация Дебасиша не умолкала. Он заранее оповестил ветеринарную бригаду. Когда катер причалил к пирсу базы, команда врачей во главе с доктором Чаттерджи уже была наготове. Животное находилось в критическом состоянии.
Обезвоживание, сепсис и огромная потеря крови сделали его шансы на выживание призрачными. Но здесь, на станции, современные технологии вступили в союз с древними инстинктами. Врачи провели тщательный осмотр под яркими лампами операционного блока. Раны были ужасающими. Команда работала быстро. Они очистили каждую царапину от грязи, речного ила и личинок мух, провели глубокую дезинфекцию и начали интенсивное лечение. В вены тигра потекли литры физраствора и мощных антибиотиков. Каждое движение медиков было наполнено уважением к этому существу. После оказания первой помощи и наложения многочисленных швов тигра перевели в специальный вольер, просторный огороженный участок леса при центре реабилитации. Это было место, где он мог чувствовать запахи родных мангров, слышать звуки ночной дельты, но при этом оставаться под защитой и наблюдением. Прошли дни, полные тревожного ожидания. Первое время тигр просто лежал, не подавая признаков интереса к миру. Он был похож на тень самого себя. Но на 4-й день произошло чудо, которого так ждали все сотрудники центра. После курса интенсивного лечения тигр постепенно пришел в себя. Однажды утром Дебасиш и Самир подошли к вольеру. Тигр лежал в тени густых зарослей. Его глаза, все еще уставшие, затянутые дымкой перенесенной боли, внезапно сфокусировались. В них больше не было той мутной пустоты, которую они видели в болоте. В них была жизнь, горящая янтарным огнем. Он медленно, с видимым трудом, поднял массивную голову. Тигр оглядывался по сторонам, словно пытаясь восстановить в памяти события последних дней, понять, что произошло после того продолжительного транса в грязи. Он понюхал воздух, ловя запахи свежего мяса, которые оставили врачи, и чистой воды. Врачи и рейнджеры наблюдали издалека через бинокли. Это был критический момент. Сможет ли он встать? Сначала задрожала передняя лапа. Затем тигр оперся на локти. С глухим утробным рыком, низким, вибрирующим, который еще не был прежним громоподобным ревом, но уже внушал трепет, он поднялся на ноги. Его пошатывало. Задние лапы слегка подкашивались, но он стоял. Он начал адаптироваться к окружающей обстановке, медленно обходя периметр своего временного пристанища. В последующие дни прогресс стал очевидным. Тигр начал есть с аппетитом, восстанавливая мышечную массу. Шрамы на его боках затягивались, а черно-рыжая шкура начала приобретать былой блеск. Грязь и речной ил окончательно исчезли, уступив место благородному и яркому окрасу. Дебасиш и Самир возвращались навестить своего подопечного почти каждый вечер после патрулирования. Они стояли у края вольера, храня молчание. Им не нужно было слов. Они видели, как зверь восстанавливает силы, как возвращается его величие. «Смотри на него, Самир», — тихо сказал Дебасиш, когда в один из вечеров тигр грациозно взошел на поваленный ствол дерева и замер, глядя на заходящее за мангры солнце. Он снова готов править. Самир улыбнулся. Он знал, что этот момент — высшая награда за их труд. Скоро придет день, когда ворота вольера откроются, и тигр сделает свой первый шаг обратно в бесконечные и таинственные протоки Сундарбана. Они знали, что после полного выздоровления тигра вернут в дикую природу. Там его ждут новые битвы, новые опасности и, возможно, новые соперники. Но это будет его жизнь. Жизнь свободного хищника в мире, где нет стен, а есть только закон джунглей. И пока такие люди, как Дебасиш и Самир, выходят в дозор, у этого мира есть шанс на спасение.